Привет! Я Мэри. Мой канал посвящен рисованию и искусству. А я Уитни. Я снимаю ролики на разные темы. Сегодня мы расскажем о том, как создавать простые раскадровки, которые помогут вам представить свои идеи. Что такое раскадровка? И зачем она нужна при съемке видео? Раскадровка — это простой рисунок, что-то вроде комикса к вашему ролику. Она помогает вам или оператору ориентироваться в сценах ролика. Посмотрите это видео. Оно снято с одной позиции и выглядит скучно. А теперь посмотрите этот ролик. Он представляет собой историю и включает различные ракурсы и кадры. Ролик создан на основе раскадровки, которая состоит из сменяющих друг друга сцен. Сначала обсудим, как научиться схематическому рисунку. Даже если вы не художник, то сможете нарисовать простую раскадровку, которая передаст ваши идеи. Быть мастером совсем не обязательно. Я делала ужасные раскадровки, но видела, что они помогают на съемках. И это самое главное, ведь важно только то, чтобы ваши идеи стали понятны другим. Можно вырезать картинки из журналов и приклеить их на лист, либо использовать схематичных человечков, чтобы обозначить героев. Одного — зеленым цветом, а другого — красным. Все это не должно быть идеальным. Раскадровка помогает изобразить сценарий на бумаге и создать план видео. С ним вы не будете тратить время на работу с ненужными кадрами и не упустите никаких важных моментов. Мое видео Space Zombie — это раскадровка в движении. В нем нет анимации, только статичные картинки. Вначале показан космический корабль, пустая комната, затем еще одна пустая комната, а потом крупные планы предметов или людей. Раскадровки — отличный способ выделить главные сцены и решить, какие из них действительно важны и должны быть включены в ролик при его создании. Мы все читали комиксы, истории из нескольких картинок. Раскадровка — нечто подобное. Нарисуйте картинки со сценами. Это и будут кадры, которые нужно включить в ролик. Когда вы их объедините, получится завершенная раскадровка. Теперь об основах визуального повествования, то есть типах планов: крупном, среднем и общем. Как же выбрать нужные сцены и объединить их? Прочтите сценарий и выделите главные моменты. Что вы хотите показать? В самом простом случае в раскадровке должен быть вступительный кадр и основное действие. Помните, что каждой новой реплике или ракурсу должна быть посвящена отдельная картинка. Для обозначения крупного плана можно нарисовать одно или несколько лиц. Чтобы передать динамику, изобразите человечка и стрелками укажите на движение. На стрелке можно записать примечание, например, о плане, ракурсе или направлении. Добавляйте любые нужные вам сведения. Теперь вы знаете, что такое раскадровка и как она помогает при создании видео. Самое время выяснить, какие картинки для нее рисовать. Просмотрите свой сценарий и отметьте те моменты, которые нужно изобразить. Если вы думаете, стоит ли добавлять в раскадровку ту или иную сцену, решите, важна ли она для передачи идеи. Ролик должен быть динамичным, это поддержит интерес зрителей, особенно при просмотре длинных видео. Чтобы добиться динамики, вырезайте все, что является лишним в вашей истории, не развивает ее и не содержит информации о персонажах. В моей последней короткометражке под названием «Hunting Ian» очень мало диалогов, поэтому визуальный стиль играет важную роль. Значение имеет каждый кадр. А теперь самое интересное. Возьмите лист бумаги и проведите по центру вертикальную линию, а затем 3 горизонтальных. Пронумеруйте поля слева направо и нарисуйте в них картинки. Создав раскадровку, вы увидите, как все сцены выглядят вместе и передают сюжет. Представьте, что делаете флипбук. Получается? Обсудите раскадровку с коллегами и выясните, какие еще сцены можно в нее добавить.
а какие из нее убрать. Тогда вашим зрителям не придется скучать, смотря ненужные кадры. Раскадровка — это не видео, а его версия, где показаны отдельные сцены. Работа в команде — отличный способ понять, каким должен быть сам ролик, исключить лишние кадры и ненужные моменты. Нет ничего хуже, чем потратить на что-то свое время и понять, что это было совсем не нужно. Чем лучше вы подготовитесь к съемкам, тем меньше работы у вас будет на площадке и при монтаже. Это касается и обычного кинематографа. Съемка каждой сцены требует времени и денег, и всем хочется, чтобы работа на площадке была проделана не зря. А вы хотите быть супергероем съемок? Точно, с суперспособностями. Поняли? Хорошо. Теперь поговорим о том, как объяснить свои идеи коллегам. Сделав раскадровку, вы не создадите видео, вы создадите только инструмент, который можно использовать как план съемок или наглядную схему ролика для коллег. Процесс съемок очень сумбурен. Он включает в себя миллион разных дел. При этом раскадровка — отличный инструмент взаимодействия. Так как в съемках обычно задействовано большое количество разных специалистов, всем им нужна общая точка опоры. Они используют одни и те же визуальные элементы, поэтому должны понимать, как должен выглядеть кадр, в чем заключается их конкретная задача и каков идеальный результат. Существует несколько типов раскадровки, и все они очень разные. Есть примерные раскадровки, в которых указаны ключевые сцены, а есть более детальные, со всей последовательностью событий. Используйте то, что подходит именно вам. Лично для меня всегда сложно организовать съемочный процесс. Поэтому я складываю сценарий, монтажный лист и раскадровки в одну папку. Так все необходимое у меня под рукой, и я могу в любой момент показать своим коллегам, что нужно делать. Раскадровка также помогает взаимодействовать с актерами. Любому актеру важно знать, в нужном ли направлении он работает. Ведь, хотя у каждого и есть своя конкретная задача, вместе мы работаем на один конечный результат. Итак, раскадровка — это первый шаг на пути к воплощению вашей идеи в жизнь. Следующий этап — это подготовка монтажного листа. Чтобы составить его, разбейте сценарий на отдельные сцены и детально нарисуйте каждую из них. Когда монтажный лист будет готов, тщательно продумайте ракурсы, а также общие, средние и крупные планы для каждой из сцен. Вам будет проще сделать это, если у вас есть раскадровка. Так как она дает общее представление о том, сколько кадров вам нужно будет снять, она также полезна при составлении рабочего графика. С ее помощью вы можете выяснить, сколько сцен получится снять за один съемочный день и как лучше определить порядок съемок. Однажды, снимая короткометражку, я включила в раскадровку сцену, которой не было в монтажном листе. Просматривая раскадровки, я поняла, что упустила один из важных моментов. Если бы я этого не заметила, позже у нас бы возникли трудности. Раскадровка помогла нам вовремя найти ошибку и скорректировать свои дальнейшие действия. Спасибо за внимание. Чтобы посмотреть другие ролики Академии для авторов, перейдите по этой ссылке. Чтобы посмотреть мои видео, нажмите сюда. А чтобы посмотреть мои — сюда.